Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, новости и что сегодня ждать в части движения ключевых активов доллара, нефти, золота, евро, рубля. Так, друзья, ситуация накаляется. Байден грозится ввести новые санкции против России за кибератаки, возможно, выслать дипломатов, персональные санкции суровые. И судя по тому, как здесь все вот это происходит, возможно, до июня не дотерпит. Так, друзья, если рассматривать уже российскую интерпретацию, то здесь, в российских СМИ тоже об этом говорится, РБК ссылается на Bloomberg, и таким образом ситуация, она как бы не сдувается. То есть изначально предполагалось, что после громких заявлений все эти вопросы будут отложены до июня месяца, когда там саммит, Евросоюз, Соединенные Штаты. Но судя по динамике процесса, по обострению на Донбассе, здесь действительно до июня ситуация может не дотерпеть. И Соединенные Штаты выделяют даже специального посланника, который будет вести переговоры о сворачивании Северного потока. Вот сколько внимания уделяется этому проекту. Так, и далее по поводу восстановления экономики РФ. Россияне стали почти в 2 раза чаще банкротиться в 2021 году. Это относительно того, что как в экономике все хорошо обстоят дела и все хорошо происходит. Так, давайте рассмотрим текущую ситуацию по позициям на форте ММВБ. То, что касается вчерашнего закрытия по РТС, здесь, в общем-то, ситуация в пользу того, что с утра будет боковик. По Сбербанку ставка на продолжение снижения. По Газпрому делают ставку на то, что Газпром либо отскочит, либо будет находиться в боковике. Так, рубль-доллар, сишка, несмотря на грозные заявления Байдена, здесь ставка сделана на то, что будет боковик и небольшое укрепление рубля в первой половине дня. А вот евро-рубль, здесь ставка на рост евро против рубля. А евро-доллар, здесь ставка на рост евро против доллара. Причем хорошая такая ставка. По нефти сделали ставку на то, что нефть будет снижаться. Сейчас мы посмотрим на графике, как это может отобразиться. По серебру ставка на снижение, такая слабенькая ставка. Так, по золоту тоже ставка на коррекционный откат. Сейчас по графику посмотрим, что-то мне кажется, здесь не совсем это правильное решение было. Так, что касается акций, здесь, конечно, лидер это Сбербанк, и второе место идет ГМК Лукойл. По оборотам, и соответственно по ликвидности, по интересности для внутри дня. Так, друзья, далее календарик давайте посмотрим. В телеграм-канал я его выложил. На сегодня важнейшие события начнутся где-то 14:30. Заявление по монетарной политике ЕЦБ. И далее по традиции четверг число первичных заявок по безработице. И потом еще вечером вроде бы Пауэлл будет выступать в очередной раз. А так, с точки зрения экономики, утро должно быть тишь да глажь. Сегодня АФК отчитывается за 4-й квартал 2020 год и заседание Совета директоров Банка Санкт-Петербурга. И сегодня утром проводит Центробанк, там конференция будет по поводу цифрового рубля. Напоминаю, что касается вообще любых цифровых валют, которые выпускают государства или планируют выпускать, с моей субъективной точки зрения это делается для того, чтобы контроль обращения денег стал максимальным, чтобы контролировать каждый чих, каждый пых и каждый рубль. Ни для чего более, с моей субъективной точки зрения, это не нужно. И, соответственно, переход на цифровые валюты сделает еще менее нужными коммерческие банки, потому что здесь смысл в расчетных операциях отпадет. То есть все будет контролироваться из одной точки, из Центробанка. Я обращаю внимание, что так называемые цифровые валюты государства не имеют никакого отношения к криптовалютам. Потому что в основу криптовалют лежит децентрализация, то есть когда много центров, которые контролируют транзакции, а здесь все идет к тому, чтобы из одной точки всех контролировать. Так, далее десятилетние трежери США, они вчера начали брыкаться, перестали снижаться. И посмотрим сегодня, будет, не будет движения на 1,712. Если не будет, это было бы очень хорошо, потому что при таком раскладе продолжится снижение доходности. И это позитив
для рынков. Так, далее китайский рынок, дневной таймфрейм CSI 3000. Ну, здесь идет борьба за уровень 5100. До этого несколько дней он проседал, ушел под сильный уровень 5100, и сейчас он собирается силами для того, чтобы попытаться, видимо, закрепиться и пойти наверх. То есть на текущий момент ситуация до конца не разрешилась. Будет, не будет, вот эта фаза роста на 5300. Если бы она была, это было бы весьма позитивно и для рынка нефти, и для мировых финансовых фондовых рынков, потому что Китай, он играет очень существенную роль, как ни крути. Так, друзья, далее SFD на фьючерс S&P 500 на фоне всех этих самых инфраструктурных планов Байдена. Сегодня мы уже практически подошли к 4100, еще немножко он будет пробит. Ну и безоткатное движение практически идет и идет наверх. По крайней мере, до выхода данных о безработице в 15:30 на текущий момент позитивные ожидания, что будет либо дальше идти наверх, либо консолидироваться. Здесь говорить о том, что какой-то негатив развился, можно будет в случае отката и пробития 4050. Если это произойдет, то все вот это движение вниз, оно с высокой степенью вероятности приведет все-таки на 3990, вот куда-то сюда. Так, далее DXY. DXY консолидируется. Сегодня заседание ЕЦБ, и, видимо, в ожидании заседания он здесь начинает толочься. Если сегодня не будет пробития 92,125 тысячных, то это будет не очень хорошо, потому что задержка вот в этом диапазоне, где он находится, приведет к отскоку и движению на 94 уже в начале следующей недели. Так, друзья, далее нефть Brent. Вчера 62,5 устоял, это позитив. И сегодня весьма вероятно будет движение на 64.22. Переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас получается текущая ситуация указывает на то, что идет консолидация, набор позиций. Возможно движение вниз, коррекционный откат. Если это движение не приведет к пробитию 62,2, то вот эти все движения даже на 62,5, может быть чуть пониже, они наиболее вероятно будут выкуплены. И отсюда пойдет движение наверх. Ну, здесь первая цель это 63,5, а вообще по-хорошему 64,7. Цель движения на сегодня, на завтра. Опять же, обращаю внимание, здесь главное, чтобы не было повторного пробоя 62,22, потому что в этой ситуации она либо провалится, либо уйдет консолидироваться в районе 62. Ну, провалится, имеется в виду движение по направлению к 60. Далее золото. По золоту идет движение, цель которого 1745. Но здесь сейчас по золоту идет консолидация. Соответственно, верхняя граница 1745, нижняя граница 1735-1733. Отбились, пошли к верхней границе. Сюда придем, посмотрим, как будут развиваться события. Критерий того, что это движение сейчас не состоится, это коррекционный откат и пробитие 1733. Если такое происходит, то у нас весьма вероятно цель движения будет на 1725-1721. Пока все факторы указывают на то, что продолжится движение на 1745. Так, друзья, далее серебро. По серебру сразу беру часовик. И по серебру сейчас идет движение с целью закрепиться 25,2. Вот если здесь будет закрепление, то весьма вероятно пойдет следующий импульс движения, цель которого будет пробить 25,35 и уйти отсюда на 25,8. Критерий того, что это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 25. Если 25 пробиваем, то начнется здесь просадка. Первая цель 24,85 и потом движение на 24,65. Пока как бы больше факторов указывает на то, что движение разовьется на 25,3. Посмотрим, как сегодня в первой половине дня будет этот ход реализовываться. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, июньский фьючерс, дневной таймфрейм. Вчера в телеграм-канале писал, что пока не вижу никакой силы, которая поведет его наверх. Сегодня весьма вероятно эта сила образовалась. И если сегодня не будет
повторного движения с тестированием 138 тысяч, весьма вероятно сегодня, ну или завтра будет попытка движения на 145. Ну, конечно, может быть, сразу эта цель не будет достигнута, но какое-то промежуточное движение, оно наверняка произойдет. Сейчас посмотрим по более коротким таймфреймам. Ну да, судя по часовику, сейчас с утра пойдет импульс движения, цель которого будет 143 500. Соответственно, вот это движение, оно не будет реализовано, если сейчас происходит коррекционный откат и пробитие 140 500, 140 300. Если такое происходит, уходит консолидироваться вот сюда, в этот диапазон. Сейчас более вероятно, я думаю, движение вот к этой цели, ну а там, глядишь, и на 145. Далее евро-доллар. Но сегодня и заседание ЕЦБ, и российские юрики сделали хорошую ставку на рост евро. Вот эта ситуация примечательна тем, это 4-часовой таймфрейм, что здесь с одной стороны была такая хорошая попытка разворота и движения вниз на 1,18, с другой стороны эта попытка, судя по всему, захлебнулась. И поэтому на текущий момент, если не будет повторного задерга с целью пробить 18.55, мы сейчас сегодня получим движение, цель которого 1,1915, и в случае пробития движения на 1,1942, а может быть даже и на 19.87. Хотя сегодня такой амплитуды движения, скорее всего, не будет. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь, конечно, ситуация очень интересная, потому что с одной стороны идут грознейшие реляции со стороны американского президента о том, что все как бы надо накажу. С другой стороны, как бы если мы проследим вот последнюю динамику развития событий, как инициируется заявление американского президента и последующая динамика в рубль-доллар, то рубль-доллар все-таки с определенным временным лагом начинает двигаться на укрепление доллара после заявления американского президента. Да, то есть там бывает, что, скажем так, Байден что-то говорит, и после этого сразу наступает откат и рост доллара. Но все-таки чаще, с моей точки зрения, во всяком случае, те заявления или ту анализ, которую я анализировал, она указывает на то, что все-таки есть определенный временной лаг. То есть, когда заявляется, потом через какое-то время доллар начинает расти. На текущую ситуацию, дневной таймфрейм, здесь классический разворот с целью движения на укрепление рубля. Первая цель 76,2 и потом 75,7. Я понимаю, что с учетом ситуации на Донбассе и ожидания выступления 21 апреля, это немножко, ну скажем так, чрезмерно оптимистично звучит, но тем не менее, видите, да, был пробой сильного уровня внутри дня, но по дневкам пробоя не произошло, он не закрепился. Это достаточно позитивный момент, но с другой стороны надо четко понимать, что против рубля играют и фундаментальные факторы. Эти фундаментальные факторы, они очень витиевато переплетены. С одной стороны, текущее состояние экономики, ну, вы видите на интерфаксе, показывал статью о том, что там банкротство граждан в 2 раза увеличилось. С другой стороны, все-таки нефть выросла, идет определенный приток валюты, при этом нарастает санкционное давление, но состояние экономики, оно, скажем так, не способствует тому, чтобы национальная валюта была крепкой и устойчивой. Вот. И помимо всего прочего, вот этот вот период до 1 августа, он, как правило, всегда происходит укрепление рубля к доллару. Но за исключением каких-то отдельных выстрелов, которые потом более или менее как-то сглаживаются и устаканиваются. Поэтому здесь ситуация, нельзя сказать, что однозначная, все как бы сейчас рубль упадет. Нет. Здесь очень много факторов переплетено на текущий момент. И мы с вами видим, что вот этот уровень, который является ключевым, он, в общем-то, по сути, в рамках дневных таймфреймов взят не был. То есть, да, внутри дня он пробивался, там шла мощная проторговка, но, опять же, те сделки, которые здесь происходили, я об этом писал, опять же, в Telegram, они не свидетельствуют о том, что вот это движение, оно сейчас продолжится выше. То есть, здесь больше факторов указывает на то, что либо пойдет откат,
на 75,7, либо какое-то время будет проторговка в диапазоне 76,5-77,35, вот здесь вот. Переходя на часовой таймфрейм, вот мы подошли к уровню 76-75 на часовике. И сейчас, если происходит пробой этого уровня на объеме, то рубль-доллар уходит вот сюда вот на 76,4-76,3 в этот диапазон. Если сейчас в ближайшие часы этого пробоя не происходит, то у нас отсюда возникает отбой. Первая цель движения 77,2 и потом опять тестирование 77,35. Здесь осталась определенная цель на 77,88 и сюда он, наверное, чуть погодя сходит. Вопрос только, насколько это чуть погодя будет реализовано. Итак, рубль-доллар либо сейчас возникает пробой и уход к этому значению, либо если в течение час, 2-3 идет проторговка, пробоя не будет, отсюда происходит отскок на 77.15 и потом 77.35. Так, друзья, далее евро-рубль, 4-часовой таймфрейм. Здесь ситуация, она в большей степени указывает на то, что будет коррекционный отскок и рост евро. Действительно, похоже, юрики в данной ситуации правильно сделали ставку на движение в район 92. Сегодня мы это движение получим. Критерий того, что мы его не получим, это пробой 91. 91,1 вот этого диапазона. Если этот диапазон сейчас в ближайшее время будет пробит, то укрепление рубля к евро разовьется и цель движения будет 90,65, 90,5. Вот сюда вот. Но если возвращаться к дневному таймфрейму, то здесь по евро-рубль ситуация схожая с долларом, и она указывает на то, что евро все-таки куда-то сюда в ближайшее время на 90,45 должен откатиться. Так, давайте еще часовик посмотрим. Но здесь, в общем-то, концепция 4-часовика, она подтверждается. Вот сейчас тестирование этого диапазона 91,15. Если этот диапазон сейчас в ближайшее время не пробивается, у нас отсюда идет импульс движения. Сначала на 91,75, вот сюда вот. И далее, если здесь удерживается, начинается консолидация, следующая цель движения будет 92,5. Если все-таки этот диапазон сейчас пробиваем, то пойдет движение на 90,5. Так, друзья, далее российские акции. Сбербанк, ну смотрите, дневка вообще отличная. Она указывает на то, что отбились от уровня и сегодня должно развиться движение, коррекционный отскок на 290. Ну и 4-часовик абсолютно эту концепцию подтверждает, что здесь у нас произошел отбой, сильный уровень 278-278,5 диапазон. Вот, и отсюда пошло движение, сейчас цель движения будет 289, и в случае закрепления на этом значении следующий импульс тестирования 296. В каком случае это движение не разовьется? Оно не разовьется, если сейчас происходит коррекционный откат и пробой 278. Если такое происходит, его на 272 сразу сдует. Вот. Но сейчас все факторы указывают на более вероятное движение в район 289. Так, друзья, далее Норильский никель, ГМК, дневной таймфрейм. Здесь очень интересная ситуация вчера возникла. Но опять же, видите, закрылись на 23. Вроде бы здесь развернулись, пошли ниже, но 23 удержали. 23, ну 22 800, 23. Вот. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы с утра пошло движение. Цель его потестить 24 100. И в случае пробития 24 100, 24 200. Отсюда сформируется импульс движения, цель которого будет 26 тысяч. Если мы сейчас с утра не уходим на дальнейшую фазу движения, откатываемся вниз, ничего страшного в этом нету. Единственное, только если будет пробой 22 800, уверенный пробой, то, соответственно, это движение весьма вероятно приведет в этот диапазон 22 150, 21 800, вот сюда вот. Но я думаю, сейчас вероятность не очень большая такого движения. Здесь более вероятно два сценария. Либо в любом случае сейчас, скорее всего, будет уход наверх, либо тестирование и пробитие и движение по направлению 26 тысяч.
либо если не будет пробоя, то будет консолидация в этом диапазоне. Так, друзья, далее дневной таймфрейм по Газпрому. Ну, смотрите, ситуация по Газпрому вполне отличная. Отличная. То есть 220 опять устоял. И, соответственно, сейчас наиболее вероятно разовьется коррекционный отскок на 228. Вот. Ну, если 220 все-таки будет в результате отката сегодня пробито, то здесь 214,5 и потом 208,5. Тут уже деваться некуда. Но сейчас все факторы указывают на то, что более вероятно движение наверх, коррекционный отскок. Переходя на 4-часовик, здесь хандра пытается начаться, но даже если она начнется и будет, скажем так, удержан 222, то есть не пойдет пробой и консолидация в районе 220, то мы уже сегодня либо отсюда прямо увидим движение на 228,5, либо будет небольшое движение на 222, и отсюда пойдет рост и попытка закрыть цель на 229. Друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.